Меня зовут Егор, мне 31 год, и мы с вами посмотрим на Филиппины со стороны всех расходов ежесуточно. Перелеты, такси, продовольствие, виза, развлечения. Посетим самые разные нетривиальные места и более 15 отелей, гостевых домов и пансионов. Отметим и воспользуемся логистическими переходами между городами и островами с автобусных станций, причалами и внутренними аэропортами. Видео будет полезно тем, кто любит цифры, и не только. Но это не точно. Все достойные посещенные места, кстати, будут отмечаться по специальной ссылке на Google картах, которая обновляется в режиме реального времени. То есть я буду отмечать их прямо у себя в телефоне. Вот, и каждый желающий может посмотреть. Здесь я объединю знания влогеров, которых я смотрел на протяжении 6 месяцев, и свой персональный опыт, чтобы дать понять, Что здесь происходит? Начнем с подготовительного этапа, а конкретнее предполетные расходы. Заранее скажу, что эта сумма не окончательная, так как сюда будет еще включена сумма одной поездки на метро и одна поездка на такси до аэропорта Шереметьево, откуда у меня, собственно, вылет. Для поиска брони и отелей и авиабилетов я использовал trip.com. Он позволяет оплачивать российскими картами. В моем случае у меня карты просрочились по дате окончания действия, и я оплачивал уже по СБП, там есть такая же функция. Отвечая на вопрос, а почему не через Aviasales, отвечу, там было на 1000 рублей дороже. Полет China Eastern Airlines с одной пересадкой через Шанхай, аэропорт Пудун, и этой же компании до Сибу мне обошелся 30 645 рублей. Отель Аос Мекпул, Кэмп Хотел, район Агус. Отели с 4 по 20 февраля на 16 ночей в городе Лапу-Лапу обошелся в 12 347 рублей. По факту на 820 рублей больше, потому что я на одну ночь промазал с датами. Вот, пришлось докупить еще туда же в Pool Camp Hotel одну ночь, чтобы совместить это с вторым отелем. Возможно, неправильно произношу, но с английским у меня такая история, то что я буквально могу как-то разговаривать или изъясняться с людьми процентов 15, наверное, а понимать 30-35% речи. Вот, если что, поправьте. И второй отель я сразу взял на 3 ночи, уже ближе к выезду с города, возле паромного причала. Он мне вышел в 3576 рублей. По датам это с 20 по 23 февраля, то есть на 3 ночи. В городе Сибу, Пирсайд и НН отель. Все это оформлялось 16 января, а вылет уже 3 февраля вечером должен состояться. 20 января мной был совершен, соответственно, обмен валюты. Предварительно посмотрев курсы на Банке.ру, наличие купюр нового образца и размер комиссии, но скажу, что это все бред. Вот, и брать можно почти в любом банке рядом с вашим домом, так как обещанный курс на покупку на тот момент был 77,3. Он будет распространяться только на купюры старого образца. То есть в первом банке Альфа-банк, который я посетил, ближайший ко мне, там вообще валюту не завезли. Предварительно позвонить туда вообще не было возможности, да. На сайте не было вообще такой кнопки. Поехал я во второй банк, уже на метро. Во втором банке старые только купюры, старого образца. Третий банк поехал тоже только старого образца. И только в четвертом банке я уже, соответственно, поменял. По курсу 80.5. Я все это обменял, в нее уже входила фиксированная комиссия за операцию. 300 рублей и 1,5 рубля за каждую единицу иностранной валюты. Берите банкноты только нового образца на Филиппины, они такие с синей полосой. Старые могут не принять просто в обменных пунктах. По поводу страхования в путешествии, меня вписал в страховку мой друг на первые 45 дней от Т-банка. У него там какая-то привилегированная карта. И он может, собственно, вписать меня в страховку. Вписал он меня. Посмотрел я на сайте по таким же параметрам, если брать самостоятельно. Вышло бы около 25 тысяч рублей. В нее входит опция активный отдых. Это для поездки на мопеде, игры в волейбол, серфинг. Такие вот виды спорта. Да? В общем, лечение травм при активностях. И так как я планирую ехать на 120 дней, то мне нужно еще где-то решить вопрос о страховании, докупить, да, оставшиеся 75. На глаза мне попался Полис 812, где, собственно, я приобрел страховку от Ингосстрах.
Но есть еще сайт cherryhapa.ru. У него точно такие же функции. Можно настроить фильтры по интересующим опциям, сравнить разные страховки. Мне обошлась страховка в 4828 рублей. Покрывает следующие расходы. Важно брать до момента выезда из своей страны, планируемую для посещения, иначе цена вырастет в 1,5-2 раза. И не все страховые могут оказать эту услугу, когда ты находишься уже за границей. Есть вариант купить страховку уже там, в Филиппинах, но не советую. Она покрывает очень слабо расходы, то есть она покроет какую-то часть, и все равно вы отдаете деньги за страховку и еще одновременно будете своего кармана это все дело покрывать. Также необходим обратный билет обязательно. Я лично оформлял на trip.online за 1190 рублей. Мне это обошлось. По заверениям сайта бронь действует 30 дней. Вот, но я брал буквально за 3 дня до вылета. Не советую ориентироваться на то, что там 30 дней брони. Вот, берите лучше перед самым вылетом. Оформлял бронь обратного билета под последний день отеля, чтобы смотрелось. Понятно. Логично. У меня первый отель с 4 по 20, напомню, второй с 20 по 23. Сайт предоставляет только бронь визы. Вот, выкупить билет не получится. Этот сайт не для последующего выкупа авиабилета. Перед прилетом уже конкретно в Филиппины необходимо будет заполнить на сайте eTravel специальную туристическую декларацию. В ней указаны цель поездки, количество багажа, родственники, с которыми едете. Заполняется относительно быстро, даже без знания языка. Есть много видео, как заполнять, даже на русскоязычных каналах. После заполнения получите QR-код, который будет действовать 72 часа. Поэтому лучше также иметь документы, так как не будет мобильной связи, да, интернета, иметь все документы в офлайн режиме, то есть бумажно распечатанные, да. Желательно продублировать ваучеры, маршруты, квитанции в офлайн режим, например, скачать их как раз с trip.com, где я брал билеты, высылает ваучеры и маршрут-квитанцию на русском и английском языке в формате PDF. Качать их куда-нибудь в мессенджер, например, в избранное добавить. Вот. Если что, открыл в офлайн режиме, показал, открыл, все, никаких проблем. Снимать я все это буду на UHD Pro, снимает она в 4К 30 FPS, компактная, можно снимать без рук. Брал за 6000. Качество, хочу вам сказать, вас точно приятно удивит, особенно при монтаже. Ее можно будет вот так вот снять. Вот так вот снять. И, собственно, она на магните. На магните, на таком а-ля кулоне, может крепиться к одежде. То есть можно ей пользоваться совершенно без рук. Я считаю, что это прям очень хорошо. Особенно насмотрелся я на блогеров, которые в одной руке телефон, в другой руке там еще что-то, и они как-то там не могут что-то двумя руками сделать. А здесь можно просто прицепить ее сюда на одежду, вот, и она будет снимать все очень хорошо и качественно. Из минусов нет на ней стабилизации, это как бы, да, такая проблемка, но я буду стабилизировать своими плавными движениями. Перейдем на локацию, соответственно, уже к сбору чемодана. Пора бы собираться, потому что 2 число, 3 уже вылет. И перейдем к благодарности блогерам, которые внесли информационный и мотивационный вклад в мою идею. Хотел сначала рассказать, как я собирал чемодан в поездку. Вот, я даже записал видео, но все было буквально за полчаса до выхода, и видео получилось такое смазанное, сумбурное, что я потом решил, что лучше я уже приеду сюда и детально разберу, что я взял. Сейчас хотел бы рассказать про саму дорогу. Как я и рассказывал, что будут еще траты на такси и на поездку на метро. Так все и было. Я когда вышел с чемоданом с подъезда, я увидел, что дороги не чищены и что чемодан застревает, собственно, в снегу. Я понял, что нужно точно такси заказывать, потому что хоть идти мне там буквально 1 километр, но я буду идти эту вообще вечность, бесконечность.
Чемодан, напомню, весит 17,4 килограмма, когда меня взвешивали уже в аэропорту. И также я взвешивался дома, был примерно такой же вес. Заказал я за такси, за километр пути это стоило 258 рублей. Доехал я до станции и пересел на D3. Одна поездка на метро считаем. Но у меня есть такая фирменная фишка, что когда какие-то важные поездки, все идет не по плану. Я хоть и вышел за 4,5 часа до вылета, ехал я через Электрозаводскую и сел я не на D3, а на электричку и приехал на Казанский вокзал. И у меня было два пути. Или я возвращаюсь на Электрозаводскую на электричке или на D3, и потом еду по пути, как и задумывалось, примерно это занимало бы час 20. Либо я перехожу на Ленинградский вокзал и поехать дальше. Я решил, что поеду через Ленинградский вокзал, прошел по подземному переходу, вышел рядом с двумя вокзалами, это Ленинградский и Ярославский, и пошел на Ярославский вокзал, сел в электричку и чуть было не уехал куда-то в сторону Востока, по-моему. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. В самый последний момент буквально я вышел, никуда в итоге не поехал. Понял, что я на Ярославском, а не на Ленинградском. Потому что закрались во мне сомнения, когда объявили следующую станцию. Я Яндекс.Карты открыл, посмотрел, совсем не туда, куда мне надо. Я вышел, перешел уже на Ленинградский вокзал, он рядышком. Все, доехал я до Новоподрезкова. С Новоподрезкова нужно было немножко пройтись пешком, где-то метров 600-700. Вот там как раз уже снег чистили. Там было вообще замечательно, ты чемодан можешь рядом катить, можешь за собой катить, если у вас на колесиках. Дошел я до определенной точки и заказал такси. Можно было перейти Ленинградку, дойти до автобуса, сесть на автобус и поехать гораздо бюджетнее. Но у меня времени было, скажем так, уже где-то порядка 2 часов до вылета. Поэтому нужно было немножечко поднажать. На такси ехал где-то минут 16-17 и в пути было где-то 7,5-8 километров. Такси мне стоило 564 рубля. Заказывался тариф комфорт. Он, кстати, оказался дешевле, чем эконом. Вот, в аэропорту я убрал куртку, шапку и свои мощные зимние тапки в багаж. Поменял это на кроссовки и кепку. В приложении trip.com на мобильном устройстве написано, когда посадка, где регистрация, у каких стоек, там прям номера написаны. Все там обновляется в режиме реального времени, то есть это абсолютно точная информация. В России на таможенном контроле меня попросили утилизировать воду, я с собой брал 0,5 литров. Я ее выпил, и пустую бутылку я просто забрал с собой. Также у меня проверили ноутбук на работоспособность, я его достал, включил. После того, как я попал в зону duty free, у нас буквально через 20 минут уже началась посадка. Вылетели мы все равно с задержкой, у нас был рейс в 19:20, вылетели мы в 8. Пассажирам мне повезло, попался русский наш человек, который летел на Бали. Хорошо так посидели, пообщались, но на самом деле я практически весь полет спал. Адекватно поспать, естественно, не получилось, потому что уже через 2 часа после взлета принесли еду. Также еду приносили за 2 часа до прилета. В Шанхае мы прибыли в терминал S1, он называется сателлитный. Проехались на местном метро, оно находится в аэропорту, но я бы даже не сказал, что метро, но оно находится на самом нижнем уровне, перемещается на 2 станции. Потому что в тот, так сказать, терминал, в который мы прибыли, там нет таможенного досмотра, он находится в основной части аэропорта, в терминале 1. На таможенном контроле у меня забрали йод и перекись водорода, потому что они были... Йод им вообще показался каким-то странным веществом, они его открыли, понюхали. Вот, спрашивают, что это, у меня ни переводчика, ничего, я вообще ни хрена не понимаю. Вот. Ну, я понимаю, что они хотят сказать, а я-то сказать не могу, я больше понимаю речь, чем могу, собственно, сказать. Насколько я потом прочитал, разрешено около 100 мл. И, в общем, на самом деле было не очень жалко перекись йод. Можно все это докупить здесь, что я, собственно, и сделаю. Также у меня проверили Powerbank, смотрели его, посмотрели на объем его. Когда я уже прошел таможенный контроль, вошел уже в зону duty free, у меня была пересадка на 12,5 часов. Мне нужно было чем-то заняться.
Оставалось уже порядка 11 или 10, пока там таможенный контроль, пока то, все. У меня друг, который оформлял мне страховку, у него также есть доступ в бизнес-залы. Он вписал меня в 2 бизнес-зала и себя одновременно. Мне выслал QR-код специальный для входа, и я решил сходить уже туда буквально в первый час для того, чтобы поесть, отдохнуть, вообще зал этот посмотреть и заснять. Вот. Но на самом деле я уже был такой уставший, что кадров оттуда я не делал. Я просто сидел в кресле вот так вот и залипал. Эти залы я нашел по указателям. 36 и 39 зал расположены в одном месте, на одном этаже. Подошел к стойке, ничего не говоря, показал QR-код. Меня попросили посадочный талон. После того, как я расписался, мне сказали, что у вас есть 2 часа. На первом этаже а-ля столовая с диванчиками и стульчиками. В самом конце уже сама еда, в самом конце зала. Я взял 4 ананаса нарезанных, круассан, 2 вареных яйца и баночку швепса. Я такой думаю, я пунктуально, надо уже как-то через ровно 2 часа уходить. Я поднялся и увидел, что есть еще один зал по эскалатору наверх. Там есть даже какая-то табличка, я прочитал, что там читальный зал, комната отдыха и комната для работы за ноутбуком. Я осмотрелся, понял, что все еще считается один зал, поднялся по эскалатору и офигел, что там вообще нету людей. То есть там, где я сидел, было вообще битком народу и практически не было свободных мест. Лежа спали в креслах, сидели в массажных креслах. Там такие большие массажные кресла. Там огромное помещение, и на фоне этого было прям малое количество людей и очень сильно заметно. Но я решил, что вот я в этот лимит 2 часа справился, вышел. То, что у меня есть еще второй зал, 39-й, который я посещу чуть позднее. Я пошел просто осмотреться по аэропорту. В общем, сидел, проводил время. Хотелось бы все-таки получить Wi-Fi. И открываю Wi-Fi, там есть какой-то общедоступный Wi-Fi в аэропорту Шанхая. Вот. Я подключился. Там еще необходимо было ввести данные паспорта своего. Точнее, сфотографировать его даже. Вообще, Wi-Fi работал довольно-таки странно. То есть я пытался зайти в ВК, он не заходил. Пытался зайти на YouTube, он не работал. Но иногда я заходил тоже на YouTube, он работал. Чаще всего не работал. ВК вообще не работал. В Telegram я пытался зайти, он тоже не работал. Зато замечательно работал мессенджер Max. Зачем? Ну зачем он мне нужен? В итоге я им вообще практически не пользовался. Отдохнув где-то, наверное, часа 3 или 4, я решил, что пора посетить второй зал. Он называется VIP Lounge 39. Находится там же, на том же этаже, где 36 зал. Как только я вошел, показал QR-код, показал посадочный талон, билет, мне отказали. Мне сказали, что фамилия не совпадает с тем, что у вас написано на QR-коде. На QR-коде была написана не моя фамилия, но было написано плюс 1 гость. Вот. Ну, я плечами покачал, говорю, ладно, как бы. Позже я другу сообщил о этой ситуации, сказал, что сейчас там разбираются, разберутся. Позже еще были уточняющие сведения, сообщите нам, пожалуйста, во сколько это было. Была эта ситуация, во что вы были одеты. Кличка. Мафиозник. Кому вы обращались и тому подобная информация. Никаких продвижений пока по этой истории нет. Посмотрим, чем это все дело закончится, мне даже интересно. Вернулся я в зал бесплатного ожидания и провел еще там порядка 5, наверное, часов до посадки. Мне пришлось опять воспользоваться этим метро, переехать в другую часть аэропорта, в сателлитный терминал. Посадка была у меня у ворот 102. Сели и вылетели вовремя. Ничего себе, да, так возможно. Полет занял 4,5 часа, но там уже не кормили. Там я как раз из 4 часов 20 минут полета я проспал порядка 3 часов 20 минут. То есть для меня это вот так вот раз, и мы уже прилетели в Филиппины. По трапу мы вышли прямо на улицу. Нас посадили в автобус и привезли уже в аэропорт на таможенный досмотр. Точнее, это был просто паспортный контроль. Что нужно иметь с собой? У вас должен быть. Вы отдаете паспорт, обратный билет или бронь обратного билета. И все, больше вам ничего не нужно. Нужно будет снять кепку,
если она у вас есть, и очки. Потому что перед вами там камера, они фотографируют, видимо. И я сразу выхожу, у нас наш багаж уже стоял, нас ждал. То есть там была такая большая очередь на этот паспортный контроль, наверное, порядка минут 40, наверное, мы только в этой очереди стояли. Там нас уже стояли, ждали сотрудники, которые с этой ленты, они вытаскивали все чемоданы и ставили в отдельную кучку для тех людей, которые прилетели из Шанхая. Это было очень удобно. Вот. Когда я спускался вниз по лестнице, мне сотрудник сказал: вы из Шанхая летите? Я говорю, да. Говорит, вот ваш багаж где-то здесь. Я смотрелся, ну, у меня багаж, мой чемодан самый большой, самый заметный, с таким красивым чехлом. Вот, я ткнул на него, он попросил посадочный мой этот билет. На посадочный клеится еще наклейка с номером багажа. Дал мне чемодан, пожелал хорошего пути, и я вышел сразу с аэропорта. Я почему-то не подумал, что мне нужно поменять деньги. Пару раз ко мне подходили, спрашивали, нужно ли такси. Я отказывался, прошел чуть дальше, метров 100-150, и понял, что пешком мне будет идти просто невероятно сложно от аэропорта, так как там не предназначено для пешеходов вообще ничего. То есть там такая зона была, я посмотрел, там мост уходил куда-то наверх. Я представил, как я буду это с чемоданом все преодолевать, и я понял, что нужно, короче, брать такси. Вот. В этот момент ко мне обратился один товарищ, таксист, говорит, такси нужно. Вот. Мы начали общаться. Это было вообще прикольно, конечно, надо было этот момент заснять. Я говорю, что сейчас я вернусь, деньги поменяю. Он говорит, не переживай, типа, заедем в обменник. Я попросил, чтобы он открыл Google карты на своем телефоне, я показал ему конечную точку и где примерно будет обменный пункт. Вот. Обменный пункт реально был прямо по маршруту, вообще не отклонялись даже. Договорились на 1050 песо. Я понимаю, что это оверпрайс. Вот. Ну, кстати, трансфер от отеля, или если заказывать его через Трип в приложении, вышел бы где-то в 1300 минимум песо. Конечно, много, но не самая большая сумма, которую можно было бы заплатить, да? Вот, я уже был такой достаточно уставший, мне было абсолютно все равно, я как раз поэтому и не снимал ни видео, ничего, потому что мне еще нужно было хоть какие-то остатки сил сохранить. Заехали в обменник, поменял буквально $100, песо мне выдали 5600 песо. Сел обратно, дал ему сразу 1100 песо. Во время дороги, точнее, когда мы уже подъезжали, он меня говорил, что типа не 1050 песо, а 1500 песо. Я такой, нет, ты говорил 1050, так что... Вот, потом он все нормально, дорогу молчал, периодически спрашивая, а где поворачивать? У него были открыты Google карты, у него в какой-то момент просто сел телефон. Хорошо, что я люблю дублировать, я хочу понимать, куда мы едем. Я без сим-карты, без всего, открываю Google карты и примерно ориентируюсь в пространстве, где нам поворачивать. Но там было все довольно просто, то есть мы повернули налево на 2 перекрестках. Вот. Потом он уже, соответственно, подключил телефон к зарядке, включил его, медленно, но включил. Если бы я, наверное, ему не помогал, мы бы вообще нахрен не доехали. То есть там такие веселые таксисты. Меня уже ждали. Вы кого вызвали? Вы что, угораете? Какую дур? 3:30 ночи я сюда приехал, катил я чемодан, и это, наверное, было настолько громко, что меня уже прямо у ворот встречали. Вот, потому что предварительно я написал в Трипе, в отель, что я буду около 3 часов ночи. Вот. Они, видимо, сделали себе пометку, молодцы в этом вопросе, и меня прямо у ворот встретили. Зашел, зарегистрировался, расписался в 2 листочках. И в этом отеле берут залог, там прям так написано на бумажке, залог за ключ, 300 песо. В конце, когда будет уже сдаваться номер, соответственно, этот залог вернется. Вот, просто ключ даете и 300 песо возвращается.